Возможно, человечество уже совершило самую опасную ошибку в своей истории. В космосе есть одно негласное правило. Если хочешь выжить, молчи. Мы его нарушили. Пока вы смотрите это видео, наш радиосигнал продолжает распространяться со скоростью света, выдавая координаты Земли тысячам звездных систем. Первый ход уже сделан, и его нельзя отменить. В 1974 году с радиотелескопа в Аресибо был отправлен сигнал. И это был не просто сигнал. Это был адрес Земли, не приветствие или философское послание, а технический паспорт нашей цивилизации. В этом сигнале структура ДНК, наше место в Солнечной системе, координаты Солнца через пульсары. С тех пор прошло время. Узкий луч нашего сигнала пронзил космос уже на 50 световых лет. Он нацелен на далекое звездное скопление. Если на пути этого луча есть технологическая цивилизация, она уже знает, где мы живем. И самое странное, никто из нас не принимал этого решения. Ни ты, ни я, ни все человечество в целом. Это был научный эксперимент. Информация, покинувшая Землю, необратима. Ее нельзя вернуть, отозвать или стереть. Мы не можем стать заметными. Мы уже заметны. Мы спрашиваем, существуют ли инопланетяне. Но если они существуют, то вопрос другой. Что они думают о нас? Ты не выбирал участвовать в этой игре, но ты уже внутри нее. И вот здесь начинается настоящий парадокс. Если космос потенциально опасен, почему за 100 лет никто не ответил? Почему не пришел сигнал? Почему не было визита или даже намека? Тишина может означать безопасность, а может означать совсем другое. И прежде чем радоваться отсутствию ответа, нам нужно понять одну вещь. А вдруг молчание — это уже ответ? Если мы обычная цивилизация, галактика должна быть шумной. Не метафорически, физически. В Млечном Пути от 100 до 400 миллиардов звезд. Даже если разум возникает крайне редко, статистика не дает 0. Представь огромный город на сотни миллиардов квартир. Даже если свет включен лишь в одной из миллиона, ночью ты все равно увидишь огни. Колонизация галактики при субсветовых скоростях занимает от 10 до 100 миллионов лет. По космическим меркам миг. Возраст нашей галактики больше 10 миллиардов лет. У нее было время. Мы фиксируем вспышки сверхновых за миллионы световых лет. Мы различаем химический состав далеких атмосфер, но мы не видим ни одной инженерной подписи. Но отсутствие доказательств не доказательство отсутствия. Карл Саган напоминал об этом задолго до нас. Это не мы плохо ищем. Мы слушаем десятилетиями, мы наблюдаем небо на разных частотах, мы проверяем гипотезы, и результат 0. Вот где начинается конфликт. Математика говорит, вероятность больше нуля, наблюдение говорит 0. Это не временной пробел. Либо разум крайне редок, почти чудо, либо с цивилизациями что-то происходит. Ход мысли здесь простой и понятный. Мы считаем себя одинокими, потому что еще не нашли других. Но если масштабы галактики учитывать честно, одиночество становится не утешением, а проблемой. Это как если бы весь город был заселен, но ни в одном окне не было бы света, а ты стоишь на улице днем и ночью. Тишина. Ни движения, ни шума. И вопрос уже не где люди, а почему они молчат. Перед нами не отсутствие данных. Либо разум почти не возникает, либо он системно исчезает. И это два совершенно разных сценария будущего для нас. Потому что в одном случае мы редкое исключение, а в другом временный эпизод. Что страшнее, быть почти единственными или жить в галактике, где большинство цивилизаций не доживает до нашего уровня? И если тишина не случайность, то что именно она скрывает? Вопрос Ферми воспринимается как любопытная научная загадка. Где все? Но если это не абстрактный парадокс, а системный сбой, он касается нас напрямую, если честно, это не загадка. Если хотя бы одна технологическая цивилизация стартовала миллиард лет назад, мы должны видеть ее следы. Не обязательно корабли над Землей, не обязательно контакт. Достаточно инфраструктуры зондов, мегаструктур, следов инженерии. Самовоспроизводящиеся зонды фон Неймана теоретически могли бы прошить галактику за десятки миллионов лет. Это меньше 1% возраста Млечного Пути. И если такое произошло хотя бы один раз, следы должны быть повсюду. Но мы их не видим. Мы видим природную эволюцию звезд, природные спектры, природную термодинамику и ничего сверх этого. Это беспокоит ученых, потому что уравнение Дрейка при большинстве разумных коэффициентов дает значение больше нуля. Не 1000 обязательно, но не 0. И если это не ошибка расчетов, значит исчезновение встроено в систему.
Это не вопрос «пока не нашли», а столкновение моделей. Либо вероятность разума практически нулевая, и мы редчайшая аномалия во Вселенной, либо цивилизации не задерживаются надолго, и это уже касается тебя напрямую. Потому что если цивилизации системно исчезают, то мы не в начале истории, мы в ее хрупкой фазе. Парадокс Ферми перестает быть абстрактным, он превращается в стратегический вопрос выживания. Если разум почти не возникает, мы уязвимы из-за одиночества. Если разум возникает часто, мы уязвимы, потому что его не видно. Космос ведет себя так, будто кто-то выключил свет, и тишина здесь уже не фон, она становится сигналом. Логика подталкивает к неприятной мысли. Возможно, мы смотрим на небо не в поисках соседей, а в поисках следов тех, кто уже не выжил. Что если свет действительно выключают, и делают это не случайно? А если молчание — это не отсутствие разума, а результат отбора? И если так, то какую роль в этом механизме играет человечество? И если цивилизации существуют, они должны где-то говорить. Не обязательно с нами, друг с другом. Радио — дешевый и естественный способ связи. Мы сами пользуемся им чуть больше 100 лет и уже заполнили эфир Земли шумом. Поэтому логика была простой. Если кто-то еще технологичен, мы услышим. С 1960 года проекты SETI слушают небо, разные диапазоны, разные телескопы, алгоритмы, десятилетия наблюдений. Ни одного подтвержденного повторяемого сигнала. Был импульс ВОУ в 1977 году. Яркий, короткий, не повторился. С тех пор тишина. Мы фиксируем пульсары, квазары, шум космического микроволнового фона. Мы различаем природные сигнатуры на расстоянии 1000 световых лет. Но радиоэфир галактики удивительно чист. Это важный момент. Речь не о том, что мало искали, а в том, что в диапазонах, где связь была бы логична, мы видим природный фон. И ничего сверх этого. Если представить галактику как лес, то она не звучит как хаотичный базар цивилизаций. Она звучит как дисциплина. Лес ночью пуст, он просто молчит. Мы думали, что тишина — это отсутствие жизни, но 60 лет наблюдения начинает намекать на другое. Тишина устойчива. А устойчивая тишина может быть поведение, а не случайность. Когда шум отсутствует системно, это уже не случайность, это стратегия или следствие отбора. В масштабах галактики 60 лет — ничто, но достаточно, чтобы понять, мы не стоим посреди радиобури. Мы стоим в пустоте, которая ведет себя подозрительно аккуратно. Если разум распространен, почему мы не слышим даже утечек, даже ошибок или случайного шума? Каждая технологическая цивилизация должна проходить фазу небрежности, фазу роста, фазу избыточной энергии. Но галактика выглядит так, как будто таких фаз почти не было. Если галактика населена, почему она ведет себя так, как будто договорились о радиомолчании? Если молчание не случайность, то кто первым понял, что говорить опасно? До этого момента тишина выглядела как загадка. Теперь попробуем рассмотреть ее иначе. В любой агрессивной экосистеме громкие виды исчезают быстрее. Это статистика. Животное, которое слишком заметно, чаще становится добычей. В природе не обязательно быть самым сильным. Иногда достаточно быть менее заметным. Те, кто шумят, демонстрируют себя, рано или поздно встречают хищника. Перенесем это в космос. Если хотя бы одна цивилизация в галактике агрессивна, не обязательно всесильна, достаточно просто готова к превентивному удару, то правила игры меняются. Цена контакта неизвестна, цена ошибки абсолютно. Не экономический риск, не политический, экзистенциальный. Представь лес ночью, ты не знаешь, есть ли там хищник, но если вероятность не нулевая, кричать уже нерационально. Радиомолчание технологически достижимо. Мы сами движемся к более направленным узким каналам связи. Оптоволокно, лазерная передача, закрытые системы. Цивилизация, осознавшая риск, может добровольно приглушить свое присутствие. Мы считаем, что развитие ведет к экспансии, к увеличению сигнала, к росту заметности. Но если стратегия выживания требует обратного, если эволюция в космическом масштабе отбирает не самых мощных, а самых тихих, тогда тишина перестает быть слабостью, она становится результатом селекции. Достаточно одного хищника, чтобы вся цивилизация научилась молчать. Не нужно, чтобы агрессия была повсюду. Достаточно одного успешного прецедента. В темном лесу выживают не самые сильные, а самые тихие. Если это так, то тишина вокруг не пустота. Это среда, в которой уже прошел отбор. Если молчание — рациональная стратегия, то какую стратегию выбрали мы? И главное, осознаем ли мы ее последствия? Мы рассматривали тишину как факт, попробуем рассмотреть ее как модель.
В научной фантастике Люци Синя Вселенная описана не как открытое поле для диалога, а как темный лес. Каждая цивилизация — охотник, каждая скрывается, каждая боится быть замеченной. Это не метафора ради красоты, это логическая конструкция. Представь ночной лес. Ты знаешь, что ты не один, но ты не знаешь, кто рядом. Главная проблема — ограниченная видимость. Скорость света — фундаментальное ограничение. Любое наблюдение — это прошлое. Если ты видишь цивилизацию в 1000 лет, ты видишь ее 1000 лет назад. Ты не знаешь, кем она стала сегодня. Мирный сосед может стать экспансионистом через столетия. Слабый игрок может совершить технологический скачок. Проверка намерений невозможна. Если ты не можешь проверить намерения и ставка — это существование, то какая стратегия минимизирует риск? В теории игр это называется минимизация максимального ущерба. И если вероятность угрозы не нулевая, а последствия фатальны, рациональный актор склоняется к упреждающему действию. Не из-за злобы, из-за расчета. Так космос перестает быть астрономической загадкой и становится стратегической ареной. На такой арене мы самый молодой и самый шумный игрок. В такой системе доверие не добродетель, доверие — уязвимость. Ты не знаешь, кто перед тобой, ты не знаешь его уровень технологий, ты не знаешь долгосрочные цели. У нас разум ведет к сотрудничеству, но если фундаментальная среда нестабильна, разум может вести к осторожности, а осторожность — к молчанию. И еще один слой масштаба. Это касается не только инопланетян. Мы сами сегодня находимся в похожей логике между государствами. Недоверие, асимметрия, риск. Теперь представь эту же динамику, но без общего языка, без общего времени, без второго шанса. Если рациональность ведет к выстрелу первым, может ли сотрудничество вообще существовать? И если темный лес не фантазия, а модель, то вопрос в следующем. Какую стратегию выбирает разум, когда ставка его собственное существование? В предыдущем блоке мы допустили неприятную мысль. Рациональность может вести не к сотрудничеству, а к осторожности. В теории игр есть классический сценарий – дилемма заключенного. Если игроки взаимодействуют многократно, сотрудничество может быть выгодным. Появляется репутация, повтор, ответная реакция. Но если игра одноразовая, все меняется. Представь, что у тебя нет второго хода, нет возможности исправить ошибку, нет будущего раунда, тогда стратегия становится жестче. В галактической версии игры второго раунда может не быть. И если ты ошибся в оценке соседа, исчезает не рейтинг, исчезает вид. Это меняет функцию риска. Информационная асимметрия абсолютно. Ты не знаешь уровень технологий другого игрока, не знаешь его скорость развития, не знаешь его ценности. А скорость света лишает тебя быстрой проверки. Один раунд переговоров может длиться столетия. Есть мнение, разум ведет к доверию, но в одноразовой игре с фатальной ставкой доверие математически нестабильно. И если вероятность угрозы мала, но не нулевая, а последствия абсолютные, рациональная стратегия склоняется к минимизации максимального ущерба. В переводе с математического на человеческий лучше предотвратить риск, чем надеяться на добрые намерения. Даже если оба игрока изначально мирные, они вынуждены учитывать худший сценарий. И вот парадокс. Даже доброжелательные цивилизации, действуя рационально, могут прийти к агрессии. Не потому что хотят войны, а потому что не могут позволить себе ошибку. Представь два государства, каждое из которых боится быть уничтоженным первым. Каждое видит угрозу в самом факте существования другого. В космосе нет суда, нет системы принуждения к миру. Существует фактор, который делает эту ошибку еще жестче. Фактор, который превращает теории игр в пропасть. Что усиливает эту логику и сильнее, чем сама математика? Мы рассматривали логику страха и математику риска, но есть фактор, который делает ситуацию еще жестче. Время. Не астрономическое, технологическое. Разница в 200-500 лет для цивилизации — это не плюс-минус одно поколение. Это пропасть. Представь два общества. Одно только что открыло электричество, другое уже управляет орбитами планет и анализирует биосферы как набор данных. Могут ли они вести равный диалог? Мы мыслим линейно, но технологический рост экспоненциальный. Первые 100 лет медленно, следующие 100 ускорения, потом скачок. Если цивилизация разделяет даже несколько столетий развития, они находятся не на разных ступенях лестницы, они находятся на разных этажах здания. Мы думаем о переговорах как о процессе обмена сигналами, но переговоры возможны только между равными по возможности. В мире ядерного оружия слабая сторона не ведет переговоры на равных, она рассчитывает риск. В космическом масштабе асимметрия может быть абсолютной. Теоретически даже небольшой объект, разогнанный до околосветовой скорости, обладает энергией, сравнимой с планетарной катастрофой. Не нужен флот и армия, достаточно точных координат и времени. И вот главное —
Обнаружение такой атаки может произойти слишком поздно для реакции. Световой барьер означает, что предупреждение приходит одновременно с ударом. Сигнал идет столетиями, а ответ тоже, но физическое воздействие может быть мгновенным по человеческим меркам. Встречи цивилизаций разного возраста — это столкновение уровней мощности. И если ты не знаешь, на каком уровне находится другой игрок, разумная стратегия — предполагать худший. Технологическая асимметрия уничтожает саму идею честных переговоров. И тогда вопрос перестает быть моральным, он становится физическим. Как доказать мирные намерения, если проверка занимает столетия, а удар — секунды? Мы уже обсудили страх, теорию игр и увидели, как технологический разрыв уничтожает равенство. Теперь подробнее разберем проблему, которую нельзя обойти. Скорость света не просто ограничивает путешествие, она ограничивает доверие. Один раунд межзвездных переговоров может длиться столетиями. Если цивилизация находится в 1000 световых лет, твое сообщение придет через 1000 лет. Ответ еще через 1000. 2000 лет на один обмен фразами. Переговоры с государством, которое отвечает тебе через 2000 лет. Ты видишь не его настоящее, ты видишь его древность. Любые наблюдения — это архив. Когда мы смотрим на далекую звезду, мы видим ее прошлое. Когда гипотетическая цивилизация смотрит на Землю с расстояния в 500 световых лет, она видит Средневековье. Она не видит интернет, наше ядерное оружие или наш искусственный интеллект. Проверка невозможна. Ты не можешь подтвердить, что намерение другого игрока не изменится через 1000 лет. Ты не можешь проверить его текущий уровень технологий. Чтобы уничтожить, достаточно координат. Чтобы доверять, нужны поколения подтверждений. Физика делает доверие медленным, а уничтожение быстрым. Для удара не требуется диалог, не требуется обмен культурой, не требуется понимания. Достаточно вычислить траекторию. Даже если сосед мирен сегодня, через 1000 лет он может стать угрозой, а у тебя не будет возможности отреагировать вовремя. Это дипломатия с прошлым. Ты всегда разговариваешь с тем, кем другой уже не является. В такой среде недоверие не паранойя, это следствие физики. Если сама структура пространства-времени делает проверку намерений невозможной, то сотрудничество требует почти сверхъестественного уровня терпения. Если стратегическая среда настолько нестабильна, если доверие требует столетий, а удар секунд, почему цивилизации вообще выживают? Перед этим мы допускали, что цивилизации уничтожают друг друга. Но есть более холодная версия. Возможно, большинство просто не доходит до стадии контакта. Эта идея называется «Великий фильтр». Гипотеза проста и тревожна. На пути от межзвездной пыли к межзвездной цивилизации есть этап, который почти никто не проходит. Когда я впервые наткнулся на эту гипотезу, меня поразило не само слово «фильтр», а то, как мы буднично относимся к своему положению. Мы считаем разум естественным продолжением эволюции, но на Земле он появился через 4 миллиарда лет. Жизнь возникла рано, сложная многоклеточность намного позже, технологический разум в самом конце. Если представить историю планеты как сутки, человечество появляется за последние секунды. Наша технологическая фаза еще короче. Чуть больше 100 лет радиосвязи, несколько десятилетий ядерной эпохи, пара десятков лет цифровой экспансии. По космическим меркам мгновение. Вступая в эпоху прогресса, возможно, мы вступили в зону экзамена. Ядерное оружие способно уничтожить биосферу. Синтетическая биология позволяет создавать организмы с непредсказуемыми последствиями. ИИ ускоряет решения быстрее, чем мы успеваем их осмыслить. Технологии растут быстрее, чем институты, которые должны их контролировать. Если хотя бы один из этих факторов становится нестабильным, цивилизация может исчезнуть, не успев стать межзвездной. И тогда тишина галактики объясняется иначе. Не охотой, экзаменом. Глядя на графики роста технологий, экспоненты выглядят красиво, но в реальности это кривая риска. Возможно, галактика пуста не потому, что ее зачистили, а потому что большинство цивилизаций разгоняются быстрее, чем могут выдержать собственную мощность. В таком случае мы не уникальны, мы просто на ранней стадии. И самый тревожный вопрос меняется не если хищники, а где находится фильтр, позади нас или впереди. Потому что если он впереди, то мы уже стоим перед ним и, возможно, даже не осознаем, что начали его проходить. Это уже не космология, это вопрос нашего века. В предыдущем блоке мы допустили тревожную возможность. Великий фильтр может существовать. Сейчас уточним вопрос. Где он?
Если разум во Вселенной крайне редок, значит фильтр уже позади. Мы прошли почти невозможную цепочку событий, мы исключение. Но если разум возникает часто, а космос все равно молчит, тогда фильтр может быть впереди. Мы думали, что прогресс автоматически ведет к устойчивости, но данные показывают, что мощность увеличивается быстрее, чем зрелость управления этой мощностью. Здесь нет паузы, чтобы проверить устойчивость. Мы просто ускоряемся. Если фильтр впереди, то он может быть не внешним, не астероид, не сверхновая, не хищник в темном лесу, а мы сами. Цивилизация, которая разгоняется быстрее, чем способна выдержать собственную сложность. Если хотя бы небольшой процент технологических обществ не справляется с управлением своей мощностью, галактика естественным образом становится тихой. Не из-за войны, из-за самодеструкции. И тогда тишина перестает быть стратегией страха, она становится статистикой. Возможно, мы просто на самой опасной стадии развития, когда мощность уже есть, а устойчивости еще нет. Если фильтр впереди, он не выглядит как вспышка, а как череда рациональных решений, которые в сумме оказываются фатальными. Способны ли мы пережить собственный уровень технологий? И если фильтр действительно впереди, что именно станет нашим экзаменом? Мы рассматривали цивилизации как холодные стратегические машины, но разум — это не только логика, это психология. И здесь появляется новый слой риска. В экспериментах сенсорной депривации люди, оставленные в полной изоляции, начинали достраивать реальность, слышали звуки, видели фигуры, теряли устойчивость логики. Мозг не любит пустоту, он заполняет ее. Читая такие отчеты, удивляют не сами галлюцинации, а скорость, с которыми они возникают. Несколько часов, иногда меньше, разум, лишенный обратной связи, начинает меняться. Теперь увеличим масштаб. Представь цивилизацию, которая тысячелетиями считает себя единственной, без подтвержденного контакта, без внешней проверки своих убеждений. Одиночество усиливает инстинкт самосохранения, снижает готовность к риску, делает любое неожиданное появление шоком. Если ты считаешь себя уникальным, новый игрок — это не просто сосед, это угроза статусу. Мирный разум может стать агрессивным из страха потерять уникальность. Страх исчезновения — один из самых сильных мотиваторов в биологии. В эволюции виды, чувствительные к угрозе, выживали чаще. Паранойя в умеренной дозе адаптивна. В космическом масштабе эта адаптация может усилиться. Рациональность состояния экзистенциальной тревоги начинает работать в сторону минимизации угрозы. И если угроза — новый разум, логика может склоняться к превентивному действию. Не из злобы, из расчета, окрашенного страхом. Часто противопоставляют холодного стратега и эмоционального игрока, но в реальности это может быть одно и то же существо. Цивилизация, считающая себя последней в галактике, может воспринимать любое обнаружение как начало конца, и тогда уничтожение становится актом самосохранения. Это неприятная мысль, которая логична в рамках темного леса. Но кто опаснее в темном лесу, холодный стратег или одинокий напуганный разум? Даже если цивилизация умна, и она осторожна, и решила молчать, у нее остается проблема, которую нельзя выключить. Энергия. Любая технология — это переработка энергии, которая заканчивается одним и тем же — теплом. Это термодинамика. Я помню, как в первый раз понял эту идею на бытовом уровне. Ты можешь закрыть шторы, выключить свет, говорить шепотом, но если у тебя работает печка, дом все равно теплый, и его видно в тепловизор. В космосе роль тепловизора играет инфракрасная астрономия. Планета без цивилизации излучает тепло относительно естественно. День, ночь, сезоны, облака, океаны — все укладывается в физику. Но планета с развитой инфраструктурой меняет свой спектр. Появляется лишнее тепло, появляются техногенные аномалии. Ты можешь перестать кричать в радиоэфир, но ты не можешь перестать греться, если хочешь жить технологически. Мы обычно думаем, спрятаться значит замолчать, но это половина задачи. Можно ли быть технологической цивилизацией и не светиться теплом? Продвинутая цивилизация теоретически способна обнаруживать такие отклонения на межзвездных расстояниях. Не увидеть города, не прочитать мысли, просто заметить. Вот звезда, вот планета и вот тепло, которое не похоже на природное. И тут начинается стратегическая дилемма. Тепловой след нельзя отключить, его можно только маскировать. Это означает ограничение, сокращать энергопотребление, убирать индустрию под землю, переводить все в сверхэффективные циклы, жить так, чтобы не расти слишком быстро. Это звучит странно, но логика темного леса подталкивает к этому. Выживает не тот, кто захватил больше, а тот, кто научился тормозить.
тормозить. Мы считаем экспансию естественным следствием превосходства и разума. Но если Вселенная — среда, где заметность опасна, то экспансия становится риском. И тогда невидимость требует не гениальных технологий, она требует характера, способности сказать себе «стоп». Способен ли разум добровольно ограничить собственный рост ради выживания? И если да, почему тогда мы все еще живем так, будто нас никто не видит? Есть более приземленная проблема. Чтобы стратегия молчания работала, молчать должны все. Не большинство, не 90%. Все. Задам неудобный вопрос. Мы вообще когда-либо действовали как единое целое? История показывает, не очень. Даже перед лицом климатических рисков, ядерного оружия, пандемий, консенсус достигается медленно, иногда слишком медленно. Глобальное радиомолчание требует беспрецедентного уровня координации. А человечество никогда не демонстрировало такого уровня согласованности. Достаточно одной страны, одной корпорации или одной частной программы с мощным передатчиком. Межзвездную передачу сегодня теоретически может инициировать не человечество, а конкретная группа людей. Мы обсуждаем стратегию вида, как будто вид единый субъект, но на практике решение принимается фрагментированно. Представь, что 95% человечества решает быть осторожным, а 5% считает риск преувеличением. Кто выигрывает? В космосе нет кнопки «Отменить». Стратегия выживания ломается не из-за злого умысла, а из-за конкуренции. Политической, экономической, технологической. Если отправка сигнала приносит престиж, научное первенство или влияние, у кого будет стимул молчать? И здесь темный лес оборачивается внутрь. Опасность не только в гипотетическом хищнике. Она в том, что координация внутри вида может оказаться хуже, чем риск снаружи. В реальности человечества — это сеть интересов, амбиций и несовпадающих горизонтов времени. Кто-то думает о столетиях, кто-то о квартальном отчете. И если хотя бы один игрок действует иначе, вся коллективная стратегия рушится. Это базовая уязвимость. В биологии вид может погибнуть не из-за внешнего хищника, а из-за внутреннего дисбаланса. В геополитике альянсы рушатся из-за недоверия. В космическом масштабе цена такой несогласованности может быть необратимой. Если люди не договорятся, кто примет решение за них, алгоритмы, случай, самый смелый или самый безответственный. Мы обсуждаем стратегию выживания цивилизации, но прежде чем бояться космоса, нам нужно понять, способны ли мы действовать как единое целое. И если нет, то, возможно, главный риск темного леса начинается не за пределами Земли, а прямо здесь и сейчас. Перед этим мы обсуждали выбор – говорить или молчать, расширяться или скрываться, доверять или стрелять первым. Но есть фактор, который меняет саму скорость принятия решения – искусственный интеллект. Сегодня искусственный интеллект уже проектирует антенны эффективнее инженеров, оптимизирует сигналы, фильтрует шум в телескопах быстрее любой команды. Это не гипотеза, это текущая практика. И если человечество отправляет автономный зонд за пределы Солнечной системы, задержка сигнала будет измеряться годами. В такой среде невозможно управлять в реальном времени. Решения должны приниматься локально. Значит, зонд с ИИ получает автономию. Мы обсуждаем стратегию цивилизации, как будто она будет всегда коллективным медленным обсуждением. Но в условиях межзвездных расстояний самым рациональным оказывается делегирование. Машина не чувствует страха, она не переживает за уникальность, она считает риск — это число, вероятность — коэффициент, исход — это оптимизация. Если алгоритм рассчитывает, что потенциальная выгода контакта превышает риск, он может инициировать передачу. Не из любопытства или гордости, из расчета. И здесь возникает новая нестабильность. Технологическое ускорение сокращает время на стратегическое обсуждение. Машины анализируют сценарии быстрее, чем общество успевает договориться. Человек мыслит годами, институты — десятилетиями, а алгоритмы — миллисекундами. Представь момент, когда система фиксирует аномалию. Она оценивает вероятность разумного источника и принимает решение отправить ответный сигнал. Кто успеет нажать «Отменить»? В межзвездной игре ИИ может стать стратегическим игроком не из-за того, что обладает намерением, а потому что обладает скоростью. Если стратегия выживания требует осторожности, а алгоритм находит оптимальное окно контакта, возникает конфликт не между цивилизациями, а между скоростью расчета и скоростью осмысления. И тогда вопрос уже не философский. Если стратегию будет выбирать машина, останется ли у человечества право отменить ее решение? Мы опасались хищников, обсуждали фильтр и дискутировали о молчании. Но, возможно, первый необратимый шаг сделать не страх или амбиция, а система, которая просто посчитала быстрее нас. Тогда кто на самом деле принимает решение от имени вида? Рассмотрев худший сценарий, выстрел, превентивный удар, исчезновение, стоит обсудить вариант, который выглядит мягче. Допустим, никто не стреляет, ответ без агрессии. Просто сигнал, подтверждение.
Мы вас видим. И вот здесь начинается менее очевидная нестабильность. Представь, что завтра фиксируется сообщение, без угроз, без ультиматумов, просто доказательство существования цивилизации. Старше нас на тысячи лет. Мир не взрывается, но он меняется. Если опасность — это физическое уничтожение, почему данные из истории говорят другое? Почему контакт между человеческими цивилизациями с разницей в технологиях почти всегда запускал резкое перераспределение власти? Открытие Америки, колониальные экспансии, индустриальные разрывы. Разница в уровне развития редко остается нейтральной. Если мы узнаем, что где-то существует разум, опережающий нас на тысячи лет, баланс власти на Земле перестраивается мгновенно. Кто первым получит доступ к расшифровке? Кто интерпретирует сигнал? Кто решит, что именно он означает? Контакт становится не объединяющим фактором, а катализатором конкуренции. Даже мирный контакт запускает технологическую гонку. Если кто-то знает больше, все захотят догнать. Военные программы ускорятся, фундаментальные исследования станут приоритетом, контроль над информацией станет ресурсом. Иногда отсутствие выстрела опаснее выстрела, потому что физическая угроза объединяет, а асимметрическое знание разделяет. Есть еще одна версия — игнорирование. Цивилизация может просто не отвечать, наблюдать, фиксировать, не вмешиваться, и это тоже форма превосходства. Если старший игрок не вступает в контакт, мы остаемся в неопределенности, которая усиливает внутренние страхи. Религиозная интерпретация, политические спекуляции, технологическую панику. Контакт без войны способен вызвать внутреннюю нестабильность сильнее, чем атака, потому что она меняет структуру смысла. Мы больше не вершина эволюции. Мы не центр наблюдения, не уникальность. И тогда главный удар приходится не по инфраструктуре, а по самоощущению вида. Мы искали угрозу в физике, но, возможно, самый глубокий сдвиг психологический. Если завтра станет известно, что разум во Вселенной старше нас на тысячи лет, что будет разрушено первым? Экономика, политика или наша уверенность в собственном положении? И что опаснее для человечества? Уничтожение или знание, что мы никогда не были центром? Мы рассматривали страх, допустили мирный контакт. Теперь еще один слой. Что если галактика уже прошла фазу активных контактов, и мы просто пришли слишком поздно? Вообрази древний лес после пожара. Ты входишь в него спустя века. Все зеленое, спокойное, никаких следов катастрофы. Но это не значит, что огня не было. Если хотя бы одна цивилизация в истории галактики уничтожала обнаруженных соседей, даже не системно и не повсеместно, этого могло быть достаточно. Не нужно, чтобы агрессия была везде. Достаточно одного успешного прецедента. Мы ищем яркие следы, вспышки, мегаструктуры, аномалии. Но гибель цивилизации не обязана сопровождаться сверхновой. Город, который перестал светиться со стороны, выглядит как обычная ночь. Если разум исчезает, звезда продолжает гореть. Планета продолжает вращаться. С космического расстояния ничего не произошло. Такие события не оставляют четких маркеров, которые мы могли бы отличить от природного фона. Исчезновение разума — это просто тишина. И если эскалация случилась хотя бы несколько раз, галактика могла быстро обучиться. Не через договор, через отбор. Те, кто были громкими, исчезли, а остались те, кто адаптировался к невидимости. Это напоминает биологическую эволюцию. Галактика могла пройти фазу громкого роста миллиард лет назад. Мы ее не застали. Мы думали, что тишина — это стартовая точка. Но данные допускают другую модель. Тишина — это итог. Не пустота, а результат древней селекции. И тогда наша позиция меняется. Мы не первые, кто задал вопрос, где все. Возможно, этот вопрос уже задавали. И те, кто задавал его слишком громко, могли не услышать ответ. Если правила темного леса уже действуют, они не будут объявлены. Они проявляются статистикой. Галактика, где разум возникает и не задерживается. И тогда самый тревожный вопрос звучит так. Если естественный отбор уже отфильтровал громких, не становимся ли мы одни из них? И если правила уже работают, нарушаем ли мы их прямо сейчас? Даже если завтра человечество решит замолчать, это ничего не отменит, потому что сигналы ушли. Представь камень, брошенный в озеро. Ты можешь пожалеть, можешь передумать, но круги уже расходятся. Любая радиопередача, покинувшая Землю, распространяется со скоростью света. Она не знает о наших новых решениях, не знает о наших страхах или пересмотре стратегии. Она просто летит. Даже если цивилизация исчезнет, ее радиослед продолжит существовать. Десятки тысяч лет, иногда дольше. Космос не стирает информацию мгновенно. Он хранит ее в виде расширяющейся
биосферы. На Земле мы живем в среде, где возможен откат, удалить сообщение, переписать закон или сменить дизайн дома. В космическом масштабе такой возможности нет. Прошлое становится физическим объектом, а значит, каждое решение, принятое столетия назад, все еще движется по галактике. Радиоволна — это не метафора, это конкретная энергия в конкретной точке пространства. С начала эпохи регулярного радиовещания с мощными радиопередатчиками наш радиопузырь разросся до радиуса примерно в 100 световых лет. Внутри этой сферы находится более 10 тысяч звездных систем. Мы можем изменить будущее поведение, но не можем догнать собственное прошлое. Это новый тип ответственности не перед историей, перед пространством. Мы впервые действуем в среде, где стратегические решения необратимы на тысячелетия. Даже если гипотеза темного леса ошибочна, сам принцип остается. Информация в космосе почти вечна, по человеческим меркам. Понимаем ли мы масштаб уже сказанного? Мы можем замолчать завтра, но вчерашние сигналы уже идут. Это делает стратегию сложнее. Мы не начинаем с нуля, но с архива. И если прошлое невозможно стереть, остается ли у нас контроль над будущим? Или мы уже живем в траектории, которую запустили задолго до того, как осознали ставку? Мы прошли через версии: хищники, фильтр, ИИ, психология необратимость сигналов. Две базовые гипотезы неизменны. Либо разум во Вселенной крайне редок, либо он распространен. Интуитивно кажется, что хотя бы одна версия должна быть хорошей новостью, но интуиция в космических масштабах редко работает. Если разобрать обе гипотезы, оптимизма мало. Если разум редок, мы почти уникальны. Звучит вдохновляюще. Но это означает, что мы одиноки в среде, где нет старших цивилизаций. Нет примеров. Нет инструкции по выживанию. Мы первый эксперимент. А одиночество в таком масштабе не романтика. Это ответственность без внешней коррекции. Если мы ошибемся, некому будет подхватить эстафету. Некому продолжить. Давай вторую версию. Разум распространен. Тогда тишина требует объяснения. Мы уязвимы, потому что мы видимы. Потому что молоды и только что научились говорить. В галактическом масштабе мы младенцы, чуть больше 100 лет радиосигналов, пара десятилетий цифровой экспоненты. Мы даже не знаем, как выглядит технологическая цивилизация. В обоих сценариях Земля находится в стратегически нестабильной позиции. Если мы редки, ошибка фатальна для уникального явления. Если мы не редки, мы самый молодой и самый шумный игрок. История на Земле показывает простую закономерность. Ранние игроки редко контролируют правила игры. Правила формируются позже, чаще более мощными участниками. Это можно представить как международную арену. Малое государство, которое только что обрело технологии, не определяет глобальную архитектуру безопасности. Оно только адаптируется. Мы ищем правильную версию реальности. Но, возможно, самая опасная версия та, где обе гипотезы оставляют нас уязвимыми. Мы только вышли на сцену, не знаем сценария и сколько актеров за кулисами. Вопрос уже не в том, какая версия истинна, а в том, какая из них хотя бы управляема. Если обе версии плохи, нам придется выбирать стратегию без уверенности, без гарантий и без обратной связи. И прежде чем прийти к финальному выбору, нужно честно признать, мы не в комфортной позиции, мы в точке, где любое действие или бездействие формирует траекторию вида. Если обе версии несут риск, какая из них оставляет нам пространство для маневра? Мы начали с вопроса, есть ли кто-то во Вселенной. Сейчас он кажется наивным. После всего, что мы разобрали, главный вопрос звучит иначе. Не есть ли они, а как действуем мы. Темный лес может быть метафорой, моделью из научной фантастики, интеллектуальным упражнением, а может стратегической реальностью, которую просто рано назвать по имени. Контакт воспринимается как событие, но контакт — это решение. Цена первого слова может быть необратимой. Мы уже говорили, что сигнал нельзя догнать. Вопрос в том, продолжать ли. И здесь возникает соблазн выбрать крайность, либо кричать громче в надежде, что разум во Вселенной доброжелателен, либо замолчать полностью в надежде, что тишина безопасна. Цена слова — потенциальный риск. Цена молчания — потеря знания. Если во Вселенной есть старшие цивилизации, контакт может изменить нашу траекторию. Если их нет, молчание не даст нам ответа. Мы впервые в истории биосферы оказались в позиции, где решение принимается не ради поколения, а ради траектории вида. Это не вопрос любопытства, научного престижа или идеологии. Это вопрос долгосрочной стратегии. Раньше природа принимала решения за нас. Эволюция, катастрофы, случай. Теперь впервые разум означает масштаб ставки. Мы обсуждаем не просто существование инопланетян, а форму поведения цивилизации в среде,
беде, которую до конца не понимаем. И, возможно, самое честное признание, мы не знаем, какая стратегия правильная. Но мы точно знаем другое. Молчание – это выбор. Слово тоже выбор. И у обоих есть цена. Если цена ошибки исчезновения, а осмелимся ли мы продолжить говорить, или впервые выберем тишину?